Кристина Высоцкая, художник текстиля, доцент кафедры декоративно-прикладного искусства и костюма Белорусской государственной академии искусств, член Белорусского союза художников. Она знает все об искусстве текстиля, начиная от истории ткани, материалов, техник исполнения и заканчивая разбором знаковых произведений искусства последних нескольких лет. Кристина Игоревна, добрый день. Здравствуйте. Перед тем, как начать знакомство с иллюстрацией на ткани, давайте обозначим, что такое текстиль как таковой, потому что многие путают. Это же не только ткань. Да, текстиль – это все, что связано с нитью, с переплетениями. Вообще текстиль определяется как все, что переплетено. То есть он может быть выполнен в разных техниках, например, ткачество – одна из них, вязание может быть, тоже макраме, тоже текстиль, войлоко, валяние. А искусство текстиля и дизайн текстильных изделий, какие здесь можно выделить отличительные черты? Искусство – это подразумеваются штучные изделия, это все-таки какие-то объекты, которые в единственном экземпляре создаются. И это художественные произведения. Там может быть очень сильная концептуальная часть, сильное значение могут иметь технологические моменты, как это было сделано, какими материалами, почему этими материалами, почему именно этой техникой, почему, например, это вышито, а не соткано. И очень важно в таких случаях уважение именно к технике, к материалу. А дизайн все-таки это про промышленные уже масштабы производства, или это могут быть какие-то капсульные, небольшие тиражи, но все-таки дизайн это про тиражность. И поэтому дизайн тканей – это именно разработка тканей, которые пойдут дальше в производство. Это могут быть как принты для готовых уже тканей, а могут быть, например, жаккардный текстиль, тот, который соткан, когда рисунок соткан уже в структуре ткани. Сегодня дизайн может быть настолько разнообразным, начиная от классических узоров до абстрактных. Как создаются принты на ткани от эскиза на бумаге до готового изделия? Начнем с того, что орнаменты для ткани, их сейчас современное определение, их называют паттерны, но также еще сейчас очень пошло развиваться направление дизайна поверхностей. То есть орнамент, паттерн, который может быть не только на ткани, вот эта поверхность рисунка, какого-то повторяющегося, зацикленного, но это может быть любая поверхность, абсолютно любая, обои, например, те же ковровые покрытия, то есть то, куда наносится вот это изображение. Дизайн тканей, орнаментальные композиции – это именно подразумеваются зацикленные рапорты, в которых ткань может повторяться в бесконечности по вертикали и в горизонтали. Начинается, конечно, все от идеи, от концепции любой композиции. То есть концепция орнамент это тоже композиция, она начинается от того, о чем это будет образ. И это может быть все, что угодно. Сейчас, говоря о тканях, то есть вот сколько направлений в том же искусстве, дизайне, вот столько и в текстиле. И текстиль, он очень быстро реагирует на изменения моды, тенденций. Например, сейчас одна из таких актуальных тем в дизайне орнаментов, это, например, тема мультивселенных. Мы живем в эпоху уже постмодерна или метамодернизма, и вот эти темы тоже, они переходят на ткани. Как социальные сети на нас влияют, как влияет искусственный интеллект, и это становится текстиль, который мы носим в одежде и в интерьере, например, это отражение нас же, нашей культуры. Например, в графике одни из таких тенденций интересных, что очень крупные мотивы сейчас пошли, например, в дизайне одежды. Если посмотреть на то, какие сейчас коллекции выпускаются, если цветок, то он будет очень большой. И, может быть, он, например, специально будет нарочито сделан просто, как будто вот в каком-нибудь самом простом приложении пальцем нарисовано, например, в компьютере. То есть будет такой вот микс между очень компьютеризированными моментами или, например, ручной, и там подчеркнуто, что ты видишь, прям как карандаш там не туда пошел, и там где-то стерт. Вот такие вот человеческие факторы вносятся. Или специально где-то небрежно, когда что-то сделано, специально недоработано. Это вот такое интересный момент, что вроде бы это как тренд становится, с одной стороны, потому что уже, надо же что-то каждый раз новое придумать. А с другой стороны, это может быть проблема, что очень упрощается рисунок. Это качество, оно
теряется, потому что есть еще очень большая скорость сейчас. Вот этот рынок, он настолько большие объемы, настолько быстро меняется. Это даже не раз в полгода коллекции меняются. Вот цикл самый короткий, например, может быть 21 день от ткани до когда уже в продукт на полках, да, готовом изделии. И точно так же, например, в том же интерьере, текстиль в интерьере, это еще более долгоиграющая история, потому что оно должно быть модно еще лет 5. И дизайнер должен чувствовать это время, чувствовать, насколько и меняется время, и где-то еще и не попасть на вот эту такую удочку вот этих быстро сменяющихся трендов. На Всемирной выставке в Дубае ваша текстильная арт-инсталляция одержала победу. Древо познания. Расскажите о концепции, ведь она единственная в своем роде. Концепция в том, что это древо познания, как райский сад, и в то же время это древо життя, наш очень сильный белорусский символ о единении связи между корнями, нашими предками, нашим настоящим и будущим, космосом, потусторонним миром. И о том, что мы все связаны, и все мы работаем на общее благо. Работа уникальная тем, что это самая большая текстильная скульптура, так как она стоит на одной точке опоры, когда-либо сделанная в Беларуси, единственная. Все было сделано вручную, больше 70 квадратных метров полотна тканого ручного. То есть я сама все ткала, красила нитки, подбирала картоны, делала. То есть это был очень долгий процесс, и работа была отмечена. Она заняла 2-е место в номинации «Лучшие элементы или детали» в павильоне на выставке. 1-е место заняла Италия за Давида Микеланджело, который был выполнен на 3D-принтере. Получается, что Давид 500 лет назад занял 1-е место, а мы были 2-е. И это 1-й раз, когда Беларусь вообще получила награду на этой выставке. И это, конечно, очень большое достижение для страны и для текстиля.